Сегодня Мосфильм достаточно уверенно себя чувствует, и, в общем, самое главное, что нам удалось сделать, это модернизировать студию. Я очень горжусь тем, что мы это сделали, несмотря на все многочисленные слухи, сплетни, всевозможные какие-то мы сделали абсолютно без участия государства. Поэтому, когда некоторые, так сказать, такие эмоциональные налогоплательщики объявляют, что это на их, мы не только на деньги налогоплательщика не сделали, более того, мы налогоплательщику выплатили за эти 10 лет порядка 3 миллиардов рублей в налогах. За последние, порядка там 10-9 лет, что, в общем, позволяет нам какие-то, наверное, в ответ претензии каким-то налогоплательщикам предъявлять. Вот, поэтому мы этим гордимся. Это, я считаю, что, в общем, как-то, когда ты понимаешь, что ты сделал все это, заработав, то я не говорю лично о себе, поскольку я к этому имел отношение, но, конечно, невозможно было это сделать без участия всего коллектива Мосфильма. Вот, и сегодня Мосфильм, на мой взгляд, да и не только на мой, с точки зрения технологий не уступает ни одной студии мира. Но можно говорить о многих проблемах, которые вообще поджидают большие студии в связи с переходом на цифру, в связи это и о ситуации в целом, в организации кинематографа российского, который, конечно, может быть, еще не оставляет желать лучшего. Вот, но во всяком случае, на сегодняшний день, что касается Мосфильма, то мы, в общем, достаточно уверенно себя чувствуем. Хотя последний год был хуже, чем предыдущий. Очевидно, падение вообще кинематографа в России мы наблюдаем. Вот, и, так сказать, определенные какие-то тревогу у нас вызывает состояние дел вообще в кинематографе. Это, конечно, сказывается и на нас. Ну, вот. Сейчас в России, в общем-то, идет такое обсуждение так называемых 100 фильмов для обязательного просмотра школьниками. Этот список, в общем-то, наверное, мало у кого вызовет споры, потому что он, в принципе, хороший, может быть, там 2-я сотня тоже не хуже, и 3-я сотня не хуже. Ваше отношение к этому списку, там есть и ваши фильмы, слава богу. И вот, может быть, вот эта тема, да, вот это обсуждение 100 фильмов, может быть, оно заставит и государство повернуться как-то лицом к проблемам Мосфильма. Это первый вопрос. А второй, может быть, вы скажете ваше отношение или ваш взгляд и ваши впечатления от того, как сейчас живут национальные киностудии, так сказать, бывшие, младшие братья Мосфильма. Спасибо. В республиках, я имею в виду, в странах. Ну, вы знаете, да, этот список, я так, не очень слежу за этим, но просто, конечно, ко мне обращаются тоже. Такой вызвал бурное обсуждение. Ну, собственно, наверное, не столько в обществе, сколько в кинематографической среде. Но это лишний раз говорит о том, насколько киносреда расколота сегодня художественно-идеологически. То есть наше общество вообще, конечно, сильно расколото. Я считаю, что вообще у нас в какой-то степени такая латентная гражданская война идет в идеологии. К счастью, пока не перерастая, и, надеюсь, не перерастет ни в какую там реальную войну, но, так сказать, там страсти накаляются. И в этом смысле в кино тоже, конечно, тут же понятно, о чем речь идет. Идет речь о том, что вот этих включили, а эти не включили. Понимаете, картину, да, это очень болезненно воспринимает. Ну, посмотрите, у нас, прямо скажем, с критиками полное непонимание сегодня. Вообще, это уже очевидно, что настолько киносообщество и внутри та часть киносообщества, которая занимается критикой, они, в общем, довольно настолько разные позиции, художественные, идеологические, так сказать, что это, конечно, уже несколько так
несколько озадачивает, прямо скажем, если мягко слово. И это сказывается на всем, на взаимоотношениях, так сказать, с международными там, фестивалями, потому что подчас именно критика является, так сказать, отборщиками. То есть здесь внутри, ну и это вылилось вот в эти баталии по поводу этого списка. На мой взгляд, что, ну понимаете, сама по себе идея, ну что ж плохого в этом, хорошо. Другое дело, я не очень понимаю, как это практически будет осуществляться, потому что как возможно во всех школах специалистов, и что это будут за специалисты опять, понимаете? Вот это мне непонятно, как это будет делать, и что это будут, детей будут сажать после уроков, что ли, как вот это все будут, и они будут сидеть, смотреть кино. Я не очень понимаю, но, строго говоря, сама идея по себе вполне здравая, и ничего там дурного нету. А вот, конечно, ну, понятно, что всегда можно этот список, можно другие картины, так сказать. Ну, допустим, для меня очевидно, я об этом говорил, что ни в коем случае нельзя сюда включать картины последних 20 лет. Потому что последние 20 лет, так сказать, это еще не факт, что это кино, как говорится, при всех там вкусовых этих, знаете, это самый такой период, когда вся разворачивается борьба, и, строго говоря, на мой взгляд, это слишком близко. Вот. Поэтому, ну, с другой стороны, я повторяю, что сама по себе идея неплохая, хотя можно то же самое делать вообще. Вот у нас мы выложили, у нас есть кинотеатр на сайте в интернете, совершенно бесплатный, 500 картин, пожалуйста, смотри. На YouTube 200 картин выложили, тоже абсолютно бесплатно. Поэтому я предлагаю, пожалуйста, можно смотреть эти фильмы. Родители могут сами рекомендовать фильмы, те фильмы, которые интересуют, которые им нравятся. Родители-то плохого не пожелают детям. Поэтому, ну и... Короче, идея неплохая, хорошая идея. Непонятно, как практически ее делать, а с точки зрения вот этих баталий, ну, понимаете, я говорю, что, к сожалению, очень сильно расколото и общество наше идейное, и кино в том числе. Поэтому, строго говоря, договориться тут невозможно. Тут невозможно договориться. Тут понятно, что, так сказать, кому-то этот список совершенно неприемлем, а для других, напротив, неприемлемы те идеи, которые высказывает другая сторона. И тут, видимо, компромисса уже не будет, поскольку, как говорится, дело далеко зашло. Национальные студии, они, на мой взгляд, ну, их практически не существует, по-моему. Но они существуют, ну, если говорить там о периоде советского кино, то можно сказать, что не существует. Я просто понимаю, что белорусского кино в том понимании, в котором, ну, я, выросший в СССР, это, конечно, его нету, потому что просто его не видно вообще. Но также не видно и, так сказать, и других бывших республик кинематографа. Конечно, там в СССР это были мощные, достаточно мощные студии, мощный кинематограф по-своему. Там. Ну, каждый там, все это грузинское кино, украинское кино, там, среднеазиатское кино, там, казахское кино. Поэтому более-менее так то, что мы слышим, это казахское кино, как бы оно развивается, мне кажется, так. Но там очень много, насколько я понимаю, уделяется внимания с точки зрения государства этому. Но в целом ситуация такая не очень, конечно. Но, видимо, это и так закономерно, потому что понятно, что уже сегодня понятно, что в СССР, конечно, очень сильно государство фактически занималось, датировало это все. Прежде всего, национальные кинематографии, это считалось необходимым, вкладывали в это деньги, выращивали, так сказать, кинематографистов. Вообще это очень сложно создать кинематограф. Вообще это очень сложно. Это, так сказать, как бы на самом деле не понимают, на мой взгляд, и
и люди ответственные часто за кино, и пресса. Это сложный процесс сделать кино, потому что, в принципе, все сводится обычно к разговорам режиссера, там, с актера. На самом деле кино – это, прежде всего, среднее звено. Причем, так сказать, массовое среднее звено. Кстати, это вечный, так сказать, комплекс российского кинематографа, вернее, может быть, киножурналистики российской, которая вечно озабочена, так сказать, почему у нас не Голливуд. Вообще, главное отличие Голливуда от российского кино, что в Голливуде десятки тысяч профессионалов работают. Десятки тысяч. На среднего звена. Я не говорю среднего звена. Там ты можешь, так сказать, у тебя выбор колоссальный людей, которые занимаются звуком, трюками, костюмами, гримом, всеми компонентами, там, технологиями, так сказать, видео, там, DVD, там, камеры. Это десятки тысяч. А у нас во многих сегментах 2 человека. У нас есть сегменты, где этим занимаются 2 человека, которые реально там типа могут это. А в некоторых 1.